Всем привет, дорогие друзья! У меня сегодня выходной, я решила прогуляться и взять вас с собой. Ну и обсудить много интересных вещей, касающихся Канады, не Канады, разных стран, ну и, конечно же, место моего рождения, Крым, по которому я жутко-жутко скучаю. На самом деле, это моя родина, мой любимый город Симферополь. И, блин, я хотела сказать о том, что нет, наверное, места лучше дома, потому что куда бы мы ни уезжали, где бы мы ни были, мы всегда будем скучать по своему самому родному и близкому месту. Если вам это чувство близко, пожалуйста, напишите тоже мне. Я буду рада с вами это обсудить, с вами поговорить об этом. Я сейчас нахожусь возле торгового центра. Как раз вот здесь находится паркинг. Я иду рядышком. Я такого, кстати, раньше не видела. Гигантское вот такое вот пространство. Это все паркинг. Он наверху есть и внизу. У нас сегодня немного прохладно, ветрено. Вчера было плюс 17, сегодня похолодало. Но в целом держимся и уже ждем как можно быстрее весну. И, кстати, вот к этому хочу добавить, что, ожидая весну, я смотрю на Крым, в котором уже весна, 1,5 месяца, и люди там такие счастливые, ну, которые я знаю, мои знакомые, да, и они очень радуются тому, что вот так вот прекрасно там все. Там уже все цветет, в Ялте там вообще и сакура какая-то ялтинская распускается. Короче, замечательно. Ну и вообще я хотела с вами обсудить, потому что вы мне пишете иногда относительно Крыма. И так как сейчас Крым оккупирован, ну, мы будем честны, правда, неважно, откуда вы, с Украины или с России, вы прекрасно знаете, что Крым находится сейчас в оккупации, и, ну, к сожалению, сейчас это не меняется, но мы ждем каких-либо изменений. Боже, как здесь ветрено и холодно, я уже не знаю, куда мне спрятаться. Запрусь в угол. Вот там этот паркинг начинается. Здесь какая-то типа мини-островочек. Может, сюда кто-то выезжает. Короче, я не ожидала, что в апреле будет так ветрено. Ну, то есть вчера была прекрасная погода, и вчера надо было записывать это видео, но уж когда получилось. Ребятки, что я хотела сказать. Крым. Вы оставляете мне свои комментарии относительно того, там вот эти вот споры политические, чей Крым, чей не Крым. Все прекрасно знают, какая ситуация сейчас на данный момент, и изменится ли она, неизвестно. Многие жители Крыма хотят, чтобы она изменилась, да и я мечтаю, чтобы все встало на свои места, как и было раньше, и мы бы туда приезжали и жили бы счастливо. Но мы не знаем, как там вот будет. И споры вот эти вот относительно того, чей исконно Крым, вон мне писали, что Крым исконно русский. Если начнем об этом говорить, то вообще поймем, что Крым — это территория Османской империи, а до этого она принадлежала только Господу Богу. Вот туда ее нужно вернуть, правильно получается. Ну, так как бы немножко странновато все это. Туркам вернем или кому еще вернем? Это глупо, это какой-то детский сад на самом деле. Так что давайте смотреть на мир объективно, а не через маску пропаганды, и вот думать своей головой. На самом деле мы не знаем, как будет, от нас мало что зависит. Единственное, что мы можем какое-то там вот свое мнение высказывать, и каждый имеет свое мнение, это совершенно нормально. Поэтому как бы никого стыдить за это не нужно, мы все совершенно прекрасно понимаем, о чем думаем и к чему стремимся. Вот. Так что, дорогие друзья, да, я жутко скучаю по Крыму, по своему родному Крыму. Я мечтаю, чтобы там было прекрасное место, где люди бы вот, знаете, вот как в Канаде, если было бы просто прекрасно, где люди счастливы, где есть какие-то возможности развития, где, ну, конечно же, есть свои минусы. Вы сейчас начнете писать, это бомжи, это вот мусор, это грязь, это наркоманы, это конец, загнивающий Запад. Куда там к загнивающему Западу до наших стран? Многие из людей, живущих, например, даже в России, никогда не выезжали за пределы России. И вот тут это такое непонятка получается. Да как-то так, вы откуда знаете? Я понимаю, что каждый из нас сейчас смотрит YouTube и примерно себе представляет, где и как что выглядит. Но в целом, пока вот не побываешь в стране, ты никогда не узнаешь. Так что нужно обязательно самому убедиться. И вот я уже убеждаюсь, это моя вторая иммиграция, я уже убеждаюсь и понимаю. Я бы хотела, чтобы в мой Крым, в мой полуостров, где я родилась, который является чисто, исконно моим домом, вот там была вот такая атмосфера, туда пришло вот такое вот счастье, да, и все были бы счастливы, и, возможно, я бы там жила, и даже не думала о том, чтобы куда-то переезжать, о чем-то думать или сменить обстановку своей жизни. Нет, мне оно было бы и не нужно, понимаете, я была счастлива жить там, в своем доме, тем более с такой прекрасной природой, как там.
есть. Я как человек объективный всегда стараюсь показывать и плюсы, и минусы. Вот мне пишут, что типа вот, что это за у тебя дурацкое мнение, типа что, вот, зачем ты показываешь минусы Канады. Да нет, сейчас буду ходить, и вот посмотрите, здесь все прям утопия, рай, ангелы с небес спускаются, просто Бог благословил. Не бывает такое в жизни, не бывает. В жизни есть и плюсы, и минусы. И с ними люди психически здоровые мирятся и ищут для себя то, что им нравится больше или меньше. Так что всем людям, которые не понимают, что бывают и плюсы, и минусы, и как-то это осуждают, я советую сходить к психологу. У меня есть номер, могу поделиться. Вот, потому что психическое здоровье в нашем мире — это очень-очень важно. Да, особенно со всем происходящим здесь. Так что, дорогие друзья, не забывайте о том, что вот... Так что, дорогие друзья, да, у меня есть тоска по родине, и она совершенно объективная, она совершенно нормальная. И у меня прекрасный дом, у меня прекрасный полуостров, я обожаю свой Крым. Мы вообще, крымчане, считаем, что Крым является отдельной страной, если бы можно было бы так сделать, если бы Крым был автономным, как раньше, когда это была автономная республика Крым в Украине. Замечательное время моего детства, и тогда все были прекрасно, замечательно счастливы. Конечно, вы скажете, типа, что в детстве всегда мы все счастливы, и люди из СССР, например, говорят, типа, вот, в СССР было прекрасно, мы все были счастливы. Я уже чувствую себя старушкой после того, как это сказала. Да я и здесь счастлива в целом. Я не жалуюсь на самом деле. Мне и здесь нравится, но дом есть дом. Только вот с такими мелкими правками, да, коррекциями я бы, если бы это возможно было изменить, это было бы просто замечательно. Многие сейчас, вот живя в Крыму, в оккупированной территории, все-таки говорят, что все там идеально, замечательно, и менять ничего не нужно. Но мне кажется, что это вот такой вот вариант пропаганды, где немножко промывают мозги, типа у нас все и так прекрасно, не нужно ничего менять, у нас все и так замечательно. Меня это пугает. Пугает, что люди это переживают, которые вот мои одноземцы, да, которые вот вместе со мной родились на этой земле. Также я много раз слышала о том, что у россиян сейчас начинают массово убегать из Крыма. Мои знакомые говорят, что нет. Многие люди, которые там живут и даже приехали с России, они уже привыкли к Крыму и говорят, что ну придет Украина, то будет Украина. Типа нам норм. Так что непонятно, что будет. Я единственное, за что топлю, так это за мир во всем мире, которого нет. Я за конец войны уже, наконец, этой. Ну и за надежды возвращения прекрасного полуострова на его собственное место. Мне интересно, что думаете об этом вы. Я прекрасно понимаю, что я сейчас говорю по-русски, у меня русский язык, а значит, у меня будет русскоязычная аудитория. Так что я знаю, что могут быть какие-то противоречия у вас, непонимания. Но это мое личное мнение, и я думаю, просто я решила с вами поделиться им о том, что есть какая-то тоска, о том, что многие люди все-таки выезжают из стран миграции именно по этой причине, потому что они не могут привыкнуть к тому, что здесь совершенно все по-другому, другая реальность, и это не их дом, не их знакомые, не их счастье, да, не их привычное, а вот только то, что нужно наверстывать и жить новой жизнью. И это смогут сделать не все, далеко не все, потому что это очень сложный процесс. Это как вот полноценное обнуление, уход из своей жизни, знаете, и начать, как говорят, знаете, вот эмиграция как новое перерождение. То есть сколько раз ты эмигрировал, сколько раз язык новый выучил, столько раз ты человек. И это правда. И это правда. И вот я полностью это подтверждаю после своей вот этой иммиграции. Вот такая вот жизнь. И это очень тяжело. И, может быть, если бы не все эти происходящие ситуации в моем доме, в моем полуострове, не весь тот ужас, который мне пришлось пережить, когда мне было 15 лет, когда я была ребенком, все эти перестройки, все эти смены истории, знаете, вранье, которое я слушала, агитации и так далее, то я бы, возможно, жила в своем прекрасном доме, купалась в Черном и Азовском море и радовалась прекрасному миру, путешествуя по тому, что у меня есть. Но меня, как и многих из нас, из-за войны, из-за оккупации вынесло вот так далеко. И, ребятки, я вот хочу вас спросить, не осуждайте людей. Вот я стараюсь никогда не осуждать людей, потому что это жутко глупая позиция.
Потому что мы не знаем, какая история была у человека, по какой причине он оказался там или там, по какой причине, какой жизненный опыт заставляет его говорить то или иное. Поэтому не осуждайте людей и старайтесь их понимать. Вот на этом, ребятки, мы как-то выкатимся в нормальный мир, а вот на таком говне, который часто слышится от наших людей с нашим менталитетом, вот мы никуда не выкатимся, мы только закатимся уже так далеко, что оттуда, возможно, и не выберется. Так что, ребятки, вот такие вот у меня сегодня мысли. Напишите, что вы об этом думаете. Не знаю, будет ли там политические всякие скворы, сварки или нет, но в целом, к сожалению, на данный момент без политики никуда. Вот так вот у нас устроена жизнь, особенно тех людей, которые живут в местах, которые сейчас находятся в войне, в местах оккупированных, да и просто вон вся Европа сейчас только об этом и говорит. Поэтому будьте осторожны, следите за собой и обязательно напишите, что вы об этом думаете. Я буду очень рада услышать и увидеть ваши комментарии. До скорых встреч. Пока.